Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, и вы на канале Infinity Weapons Craft. Прежде чем мы начнем, хочу вам напомнить, что вы можете оставлять неограниченное количество комментариев с вопросами под этим выпуском. Без лишних слов, поехали, и первый вопрос от пользователя Марси Ахох. Какие у вас интересные ники. Попробуй сделать пистолет ПЯ, просто очень интересная модель пистолета. Пистолет Ерыгина обязательно будет на моем канале, просто ждите. Следующий вопрос от Сани. Кто-нибудь понимает, что такое кондёхать? Честно говоря, я и сам не понимаю. Наверное, идти как-то более уверенно. Кондёхай веселее, типа. Погнали. Честно говоря, сам не знаю. Не гуглил. Может, этого даже в гугле нет. Кто знает, пишите в комментариях. Ярослав Ремезов задал такой вопрос. Хотел бы ты работать в концерне Калашникова? Если, как Георгий Губич, расстреливать сотни тысяч патронов, испытывать модели автоматов Калашникова на износ, то да, если что-нибудь другое, то не знаю. И второй вопрос от него же, АЕК-971 или АК-12? Конечно, АЕК-971. Сбалансированная автоматика, нормальная эргономика, органы управления оружием в нормальных положениях находятся. Не то, что этот АК-12, который, по сути, АК-74 в обвесе. А тут и множество нововведений, конечно, АЕК. Следующий вопрос от Knuckles. Хайпоинт замутишь? Или АК с цевьем Макпул и зенитовским, я так понимаю, прикладом тактическим? Хайпоинт будет, а вот калаш со всякими обвесами, типа цевья и приклада, не знаю. Потому что... серьезно, вам интересны эти калаши бесконечные? Лично мне не очень, они уже поднадоели. Дима, я у прошлых макетов слышал дребезжание затвора после того, как ты его отпускаешь. А если попробовать в затвор вмонтировать саморез, а в ствольную коробку магнит? Дребезжащий звук ведь пропадет теоретически? Такой вот вопрос от Егора Журавлева. Если я правильно понял, этот звук происходит за счет того, что пружина соприкасается с поверхностью шахты, в которой находится. Поэтому такой звук. Если она будет, как в оригинале, висеть, то, скорее всего, этот звук устранится. Надо будет в будущем как-нибудь попробовать. Следующий вопрос. Лолкек. А из чего они и как их делать? Этот вопрос был задан под видео «Эволюция моих пушек». Эти изделия выполнены из дерева, то есть МДФ и фанеры, а также пластика. Как их сделать, можно узнать на моем канале. Сотни видео о том, как сделать пушки разные. Антона задал вопрос. Точнее, оставил вот такой вот комментарий. Лучше бы, чтобы так не мучиться, ты сначала бы не склеивал пятку магазина и магазин, а покрасил их отдельно. И потом в конце крафта склеил. Такой вот комментарий под видео АКМ из дерева сделал новые магазины к деревянному макету. Возможно, это более правильный вариант, чем я сделал. А с другой стороны, когда склеиваешь покрашенные детали, по закону подлости всегда клей вытечет наружу и замажет всю краску. Скажите, пожалуйста, какой краской в баллончике, производитель и артикул, лучше всего красить бакелитовый магазин для АКМ? Вопрос от того же пользователя Антона. Честно, я сам не знаю. У меня такой краски не было, и пока я такую не встречал. В каких-нибудь магазинах, специализирующихся на краске, можно поискать. У меня зубр, неубиваемая вещь. Блин, почему ты не отвечаешь в ВК? Ответь, пожалуйста. Такой вот комментарий от Владимира Емельянова под негарантийный ремонт инструмента видос. Опять-таки надо узнать, сколько ты им пользуешься, этим зубром, какая, так сказать, частота работы. А не отвечаю я в ВК, потому что мне банально некогда. Я посмотрю, как будет в свободное время твои сообщения. Если они наполнены смыслом, какой-нибудь хороший вопрос, то обязательно отвечу. Если там просто «Привет, как дела?», то уж извиняй, проигнорирую. Аделина Мохова. А где ты покупал гравер? В Леруа Мерлен. Дима Песлегин. А что если сначала металлические части красить в серебристые оттенки, вторым слоем уже черные, и затем пройтись наждачкой P1000? Вроде должно выйти реалистичней. Я думал об этом способе, и единственный минус, как я думаю, это то, что слои краски очень тонкие.
И чтобы такой способ прокатил, надо, наверное, каждой краске по 5-6 слоев наносить. Ну, это невыгодно, но обязательно как-нибудь попробую. Чувак, а ты сделаешь Glock 17? Ярослав Мельник задал такой вопрос. Конечно, сделаю. Это один из самых популярных пистолетов. И, может быть, даже что-то более лучшее, чем Glock 17. Ну, в плане там механизмов. В общем, увидите. Женек, печенек. Сделай макет для страйкбола. Лайкните, чтобы Дима увидел. Да, много таких комментариев, типа, сделай себе пушку для страйкбола сам. И сейчас вас ждет развернутый ответ. В страйкбольных пушках есть такая штука, как гир, то есть устройство, в котором все механизмы расположены. У него ширина достаточно толстая, и часто производители этих страйкбольных пушек увеличивают ширину самих корпусов. То есть там калаш, у него ствольная коробка там шире, чем оригинальная. Или М4. А мне, чтобы сделать, надо не только ведь просто корпус сделать, но еще чтобы он надежный был. Фанера же не такая надежная, как металл или АБС-пластик. И поэтому, если и делать, то какие-нибудь сами по себе толстые модели. Там FN 2000 какие-нибудь, FN P90, ну, что-то типа такого. И пока я думаю над этим. Следующий вопрос от английского пользователя, я так понимаю, Даниэля Энчи Лью. You didn't even tell us how much length of the paper is. How do you expect us to do it? Хороший у меня английский. Ты не объясняешь длину бумаги, из которой делать этот коллаж. Ну, потому что видео про коллаж. И как ты думаешь, как мы сможем это сделать? Что-то типа такого. Есть шаблон по ссылке в описании. Никаких длин не надо. Просто распечатывайте шаблон и можете его даже клеить на материал, из которого делаете. Никаких длин там не нужно. Фризи Кинг написал: Дима, макет крутой. Если знаешь игру Escape from Tarkov, то можешь поинтересоваться. В игре можно взять любую пушку и модифицировать все обвесы. Все обвесы настоящие, просто хотелось, чтобы мой любимый ютубер сделал ствол из моей любимой игры. Escape from Tarkov — это игра, нацеленная на реализм, поэтому пушек там очень много разных и модификаций. Что-нибудь посмотрю как-нибудь в будущем. Может быть, да, в натуре сделаю какую-нибудь вундервафлю, обвешанную планками Пикатини. Нойбахон Мансурова. Это для Unify Weaponscraft. Почему ты делаешь оружие из картона, но не стреляющий? Да, ты сделал АК-47, получился хорошо, но попробуй сделать оружие из картона, но стреляющий. Для тех, кто не понял, суть этого комментария в том, что у меня много обычного оружия из картона, которое ничего не делает без механизмов, и лишь только АК-47 есть. Ну, в будущем что-нибудь еще планирую сделать из картона стреляющее, просто ждите. Так, Юлия Н. У тех, кто фигню снимает, много подписчиков, а у тех, кто крутые видео делает, старается, у них почему-то мало подписчиков. С этим комментарием я не согласен, потому что, как такового, фигового контента на ютубе, ну, очень мало. Развлекательный контент не значит плохой. Он для развлекаловки, чтобы повеселиться. И он, конечно, гораздо интереснее большинству пользователей. Юра Абдулин. Пацан, научи, плиз. Ну, видимо, делать такие же макеты. Заходи на канал. Подробнейших видео о том, как создать такие же модели, очень много, так что приятного просмотра. Алексей Федотов написал: Дима, привет, отличная работа. У меня сын тоже хочет сделать СВД, только самих шаблонов всех деталей с размерами найти не может. Чертеж с размерами всех деталей СВД опубликуй, пожалуйста. С меня лайк, конечно же, классная винтовочка получилась. Супер. В группе моей ВКонтакте, ссылочка на которую всегда находится в описании под этим видео, во вкладке «Документы» есть шаблон СВД. Просто распечатываете, наклеиваете на материал и делаете. Привет, я хочу начать делать макеты и хочу спросить, с чего начать. Пожалуйста, ответь. У пользователя очень непонятный ник, я его просто не смогу прочитать.
Если ты имеешь в виду, с каких макетов начать, то, наверное, все-таки с ножей, если ты прям новичок. Если прям вообще с чего самый первый шаг, то это, наверное, посмотреть какое-нибудь видео, скачать шаблон и дальше работать. Там, закупиться инструментом, если его нет. Вот в этом духе. Так. Тимофей Прошек написал. Почему ты выпускаешь видосы только в среду и в субботу? Ну нифига себе, друзья. Если вам это мало, то я больше не могу, потому что 2 раза в неделю выпускать видео по крафту. Ну да, иногда страйкбол выходит, но очень редко. Ну, назовите мне еще одного ютубера, кто так делает. Наверное, если такие есть, то их очень мало. Я очень стараюсь делать выпуски хотя бы 2 раза в неделю, так что, ну, блин, более частые выпуски от меня пока что не ждите. Александр Ситраков задал вопрос. Дима, когда ты сделаешь ОЦ-14 «Гроза»? Когда будет время на нее? А это, по сути же, такой же калаш, просто буллпапы под калибр 9 на 39. А от калашей я стараюсь немного абстрагироваться. Они мне уже все печенки проели. Арсенал Страйкбол написал. Привет, Дима, крутой видос. Ответь мне, плиз, сколько будет стоить 10 пружин для затворных рам разных макетов? Ответь. Если ты собираешься у меня брать, то извини, я не занимаюсь продажей пружин. Если ты собираешься брать где-то в другом месте, ну, цена за одну пружину, если брать в розницу, ну, где-то в районе 30 рублей, может, 50, с учетом нынешней инфляции, так сказать. Если брать оптом, то может дешевле. Ну, точно не знаю. Мне всегда где-то примерные суммы за 30 пружин и чуть более, где-то 1000 рублей, может там 1200. Габриэль Ангелос написал. Дима, а ты знаком со вселенной Warhammer 40 тысяч? Если да, то сделай какой-нибудь макет по этой вселенной. Нет, не знаком. У меня сокомандники по страйкболу некоторые, им прям увлекаются сильно. Посмотрю как-нибудь, может что-нибудь сделаю в будущем. Тихон Новиков. Тихон Новиков, извиняюсь. А в армию хочешь? Скорее да, чем нет, потому что, как мне говорят, это отличный способ проверить себя, проверить свои возможности, как ты умеешь, ну, грубо говоря, выживать в тяжелых условиях. Там, говорят, в армии нет такого, что просто впустую тратится время, и я это хочу испытать на себе обязательно. Тем более, ну куда мне? В универ там дальше поступать на магистратуру, что ли? Ну, это не вариант. Я лучше 1 год отслужу, и потом буду свободно бегать. Димас Воркшоп написал, сколько примерно времени у тебя уходит на крафт? Ну, всегда по-разному. Если это какой-нибудь простенький пистолет типа ПМ, то где-то неделю. Винторез вот недавно в М1000 Dagger я сделал за 2 недели. Самое большое количество времени, которое я потратил, это на наган из бумаги, где-то месяца 3 чистого времени. Но там и все механизмы были, и разборка. Стингер. Такой вот вопрос от него. Не желаешь частично связать свою деятельность с Пипакура в плане изготовления масок и шлемов? Пипакура это такой сайт, кто не знает, где всякие развертки самых разных изделий. Да, я планирую. Там очень много интересных разных образцов. И надо разнообразить контент, и поэтому... Может, не с Пипакура, с чем-нибудь другим, но шлемы будут разные. Вадим Нармела. Я бы хотел спросить, я еще новичок и не знаю, как это все делать. Можешь сделать видео о том, как начинать? Кстати, это интересная мысль, и я подумаю над этим видео. Потому что, ну реально, прям, если подробно рассказать, думаю, новички останутся довольны. Подумаю над твоим предложением. Кресни Кот Сталкер. Не, реально, у вас интересные ники, я просто балдею с них. Когда ты начинал делать макеты? Если макеты, в которых есть хотя бы какие-то механизмы, то с 2016 года. Если самые первые мои изделия в оружейной тематике, то 2012 год это был. Ну вот, в принципе, и все. Были очень интересные вопросы. Надеюсь, я на всех
на все эти вопросы ответил подробно, вам понравилось это видео. И если это так, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если еще не подписались, потому что на этом канале много разного интересного контента. Делитесь этим роликом с друзьями обязательно. С вами был Дима Тумановский, и до встречи в следующем выпуске.